Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Считаю руку Тэхёна на талии Чангука прямым попаданием в сердце каждого Тэйкукс. Слишком правильно, очень нежно, горячо неимоверно. Девятое место. Ну, Тэхён, он так смотрит на Чангука. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. 8 место. Совпадение или нет? Номер один друг для друга. Когда нам смешно, мы хотим поделиться этим чувством. Ведь это наша эмоция, наш восторг, наше удовольствие. Недостаточно просто его испытывать, поэтому каждый раз хочется призвать близкого, испытать вместе чувство радости. Чангук и Тэхён очень счастливо смеются, когда делают это. Первый, на кого они смотрят, когда им становится смешно, это самый близкий человек, они номер один друг друга. Седьмое место. Хочешь увидеть любовь и счастье? Шестое место. Поведение пары. Маленькая хитрюшка. Просто Тэхёну нравится внимание Чангука. Вот так и происходят маленькие чудеса. Пятое место. Его спокойствие. Четвертое место. Забота. Наш один из любимых и знаковых моментов, когда Тэхён и Чангук посетили премьеру фильма «Мечта». Чангук очень стеснялся, несмотря на свой звездный статус. Скромняшка наш. А Тэхён заботливо держал его за руку, чтобы Чангук чувствовал себя спокойнее. Это так мило. Под прицелом камер оба выглядели еще более застенчивыми, учитывая, что они являются двумя крупнейшими звездами К-поп. Это было удивительно, но в то же время очень симпатично и подкупающе.
Третье место. Новости. Сегодня 500 дней с момента создания такого шедевра, как Лайоува. Самый чудесный подарок от Тэхёна. Он передал всю свою любовь и преданность, вложил частичку своей души, а также увековечил память о Тане, которая навсегда останется в наших сердцах. Тэхён сказал: «Тан, который, даже если это тяжело, держится и терпит. Большое спасибо за то, что ты жив. Я хочу создавать воспоминания вместе с тобой на всю оставшуюся жизнь». Лайоува стала той самой частичкой сердца для нас всех, возможностью поразмышлять о своей жизни, подумать о своих целях и взять несколько минут отдыха, где бы нам ни было нужно. Мистер – самое горячее выражение лица в мире. Смотрите, баннер с рекламой автошколы в Бангкоке с фото Тэхёна. Если вы еще не получили лицензию, приходите. А тайцы знают толк в маркетинге. Нет тише счастья, чем вечерний шепот звезд, где рождается любовь. Немного новостей из армии. Солдат выиграл кулинарный конкурс и получил автограф от Чангука. В последнее время военные новости наполнились не только отчетами о службе и учениях, но и яркими событиями, которые радуют сердца солдат и граждан. Одним из таких событий стал кулинарный конкурс, в котором солдат одной из военных частей проявил свои кулинарные таланты и стал обладателем почетного титула. Солдат, ставший победителем конкурса, удивил жюри не только оригинальностью своих рецептов, но и мастерством исполнения. За свои старания он был награжден не только призами, но и уникальной возможностью получить автограф от знаменитого участника группы BTS Чангука. Это событие стало ярким примером того, как армейская жизнь может сочетать в себе серьезность и развлечение. Теперь солдат, ставший победителем, может гордиться не только своими кулинарными навыками, но и уникальным подарком от кумира миллионов. Когда ты горячий и знаешь это. The Music Man UK о Чангуке. Если есть хоть один человек, который может сравниться с Майклом Джексоном в плане живых выступлений, то это определенно Чангук. Мегазвезда-солист BTS потряс The Tonight Show старринг Джимми Фэллон как скользкий преступник, когда он устроил ошеломляющее представление своего сингла «Standing Next to You». Уже с первых нескольких секунд стало ясно, что это будет яркое выступление, и эти танцевальные движения заставили трепетать не одно сердце в зале, я уверен. Читатели The Music Man не будут удивлены, услышав, что у Чангука есть не только движение, поскольку его живой вокал действительно зажигал в ритме нью-диско. После выхода музыкального клипа Чангука «Standing Next to You» ряд комментаторов сравнили его с Майклом Джексоном. Даже икона R&B Дайана Росс отметила это,
похвалив танцевальную постановку и прокомментировав: «Чангук преуспевает в движениях». Чангук, безусловно, не разочаровал и своим живым дебютом с треком на The Tonight Show. Cutie Boy. Подготовка к концертам Хосока, которые пройдут в Сеуле 28 февраля, 2 и 3 марта, уже идут полным ходом. Армия готовит к концерту Хосока Фанчанты кричалки для поддержки артиста во время шоу. На этот раз армии подошли с креативом. Они разделили левую и правую зоны зала, чтобы иметь разные фанчанты. Левый фиолетовый должен подпевать. Правый красный должен скандировать имя Хосока. Не могу дождаться, так хочется это услышать. Разминка с Тэхёном. Сильно напрягаться не будем, можно даже лежа руки поразминать. В октябре 2024 года Тэхён был назван самой популярной звездой K-pop в Google. Согласно опросу Google Trends, в период с 1 по 31 октября Тэхён занял первое место в поисковой выдаче в 59 из 67 стран. Несмотря на то, что Тэхён в настоящее время служит в армии и не принимает активного участия в какой-либо деятельности, его популярность остается высокой. С момента своего дебюта в качестве участника группы 13 июня 2013 года Тэхён сохраняет лидирующие позиции в поисковой выдаче. Он также был назван самой популярной звездой в Азии в 2021 и 2022 годах. Тэхён занимает 4-е место в мировом рейтинге исполнителей Google Trends, уступая Дрейку, Эминему и Джастину Биберу. Более того, Тэхён также занимает 12-е место в мире и является самым популярным кей-поп-музыкантом номер 1, родившимся после 1990 года. Вы случайно не знаете этого парня в черном? Количество прослушиваний Winter Ahead Тэхёна на Spotify превысило 150 миллионов. Песня Winter Ahead пользуется популярностью, превысив 150 миллионов прослушиваний на Spotify. Winter Ahead, совместная песня Тэхёна и Пак Хёшина, 18 января превысила 150 миллионов прослушиваний на Spotify, крупнейшей в мире музыкальной платформе. Winter Ahead добился отличных результатов в различных чартах на конец года с момента своего выпуска 29 ноября прошлого года. Песня вошла в главный чарт синглов США Billboard Hot 100, заняла первое место в чарте Holiday Digital Song Sales на конец года и 62-е место в Holiday Top 100. Даже на 6-й неделе выпуска он находился в чарте в течение 6 недель, заняв 84-е место в чарте Billboard Global по состоянию на 15 января и 148-е место в чарте Global 200. На 3-й неделе января песня заняла 8-е место в чарте AIMI India Chart, официальном чарте Международной Федерации фонографической индустрии, ПИПи, и находилась в этом чарте 6 недель подряд. Эта песня также находилась в рейтинге Сингапура RIAS Top Chart 5 недель подряд. Песня находилась в официальном чарте Великобритании, чарте синглов и чарте загрузок 3 недели подряд.
Песня занимала первое место в чарте Daily Viral Songs на Spotify Japan, демонстрируя свою глобальную музыкальную мощь. В конце прошлого года Billboard включил Winter Ahead в число 27 лучших зимних песен сезона. Billboard сказал о песне: «Она напоминает о первом дне зимы. Гармония между ними ощущается как кристаллы свежего снега». 2 января песня заняла первое место в рейтинге «Любимые песни фанатов 2024 года» по версии журнала Billboard, доказав свою популярность. Тэхён попал в чарт Holiday Hot 100 с песней Christmas Tree, выпущенной в 2021 году. После этого песни White Christmas и Winter Ahead с участием Бинга Кросби возглавили чарт, сделав Ви единственным певцом кей-поп, у которого 3 песни в Holiday Hot 100. Кроме того, все 3 песни заняли первое место в чарте Billboard Holiday Digital Song Sales, что сделало их единственными кей-поп-песни, удержавшими этот рекорд. Чангук на сцене. Чангук самый младший в группе, Хёны воспитывали его, и каждый из них вложил в него что-то свое. Именно благодаря им он вырос таким хорошим человеком. Хёны утешали Чангука, когда ему было плохо и одиноко, когда он скучал по дому. Чангук вырос самым лучшим человеком с бесконечным списком положительных качеств. И когда плохо его Хёнам, он утешает их, обнимает и дает понять, что он рядом. Чангук любит их всем сердцем, и каждый из них для него дорог, как его семья. Как же я люблю, когда они так держатся за руки. Ожидания от полноценного возвращения BTS растут. Согласно отчету компании Merit Securities Co., было проанализировано, что в этом году у участников BTS наблюдается значительный импульс, включая сольные активности, возвращение всей группы и устойчивый рост фандома молодых артистов. Целевая цена акций HYBE была увеличена на 20 тысяч вон до 280 тысяч вон. В отчете Merit Securities говорится: ожидается рост IP и вклад в производительность, включая ожидания от сольных активностей участников BTS, возвращение группы в полном составе, сокращение периода монетизации молодых артистов и высокий рост локализованных групп. Merit Securities также отметили, что в 4-м квартале общее количество ежедневных стримов увеличилось на 10% в годовом выражении и составило 12 миллиардов. Что подтверждает устойчивый рост глобальной популярности и фандома индивидуальных IP, включая молодых артистов. Ожидается, что в 2025 году, несмотря на снижение продаж альбомов и отсутствие мега-IP, годовые показатели сохранятся на уровне предыдущего года. В отчете сказано, что в феврале этого года состоится эксклюзивный тур Хосока, а в апреле группы Seventeen и Enhypen примут участие в престижных фестивалях. Кроме того, подчеркивается, что начнется полноценная монетизация молодых артистов, включая проведение их эксклюзивных концертов. Основные артисты, такие как Jin BTS, TXT, Seventeen, Island и Tours, массово вернулись с камбэками, а мировые туры Seventeen, Enhypen и TXT оказывают свое влияние, говорится в анализе. С ростом популярности отдельных артистов, несмотря на отсутствие BTS, ожидается, что за квартал будет зафиксировано рекордное количество зрителей – около 970 тысяч человек.
Вы представляете, как хорошо у Тэхёна работает голова, а вы попробовали сделать так же? У вас получилось? Его вьющиеся кончики очаровательны. Какая милая булочка. Фанаты заметили, что Юнги регулярно заходит в фан-кафе группы. Юнги в настоящее время проходит обязательную службу в качестве государственного работника. В последнее время фанаты редко получали обновления от артиста, однако есть предположение, что недавно он посещал Пантхан Кэфи. Фанаты заметили, что Юнги несколько раз заходил в фан-кафе, проверив его профиль. Счетчик количества посещений увеличивался 7, 14 и 16 января. Один поклонник написал в соцсети: «Похоже, Юнги снова посетил Пантхан фан-кафе, как видно из общего числа посещений, которое 16 января увеличилось до 8». Многие были рады услышать новости об айдоле, пусть и не от него самого, и предположили, что он мог посещать онлайн-портал, чтобы читать сообщения от фанатов. Они начали публиковать позитивные послания на платформе, чтобы он мог прочитать их и понять, как сильно фанаты его любят. Айдол был зачислен в южнокорейскую армию в сентябре 2023 года в качестве государственного служащего и вернется летом 2025 года. Перед зачислением он выпустил сольный альбом D-Day, который вышел 21 апреля 2023 года. Он также представил документальный фильм Суга «Road to D-Day», в котором рассказывается о его пути к выпуску альбома. Настоящий мужчина. Тэхён – вечный мальчик и сексуальная мужская красота. Тэхён покорил поклонников по всему миру выпуском концептуальных постеров для своей фотокниги «Риф», снятой в Париже в 2023 году. Фотокнига подчеркивает уникальное очарование Тэхёна, демонстрируя его переход от вечно юного юноши к привлекательному, мужественному существу. 6 концептуальных фотографий отражают его многогранность, запечатлевая его свободные моменты на парижском фоне. От шикарной и нежной атмосферы до интенсивной и чувственной мужественности Тэхён демонстрирует свое мастерство как визуального художника. Некоторые фотографии вызывают в памяти вечную невинность, в то время как другие источают соблазнительную, расслабленную мужественность, предлагая поразительный контраст. Его отличительные черты, включая острые линии лица и смесь восточной и западной красоты, получили высокую оценку. Одна фотография, на которой он в пальто на фоне Парижской улицы, излучает меланхоличное, но теплое настроение, сравнимое с кинематографическим шедевром. Поклонники часто комментируют классическую ауру. Фотокнига Тэхёна продолжает лидировать в списках бестселлеров как в стране, так и за рубежом, сообщая о частых распродажах и пополнениях запасов, что отражает огромный энтузиазм по поводу его работы.
Чангук точно знает, что слабое место Тэхёна — шея. Тэхён сказал: «Моя мама не хотела, чтобы другие дети смотрели на меня свысока в Сеуле, поэтому она отправила мне эту куртку. Она сказала, что красный цвет будет выделяться больше всего». Одна из самых милых привычек Тэхёна. Намджун в Инстаграме: «Мы все хотим быть счастливыми, но это не так просто, потому что сам мозг оптимизирован для предсказания и обнаружения опасности. Он не создан для счастья, поэтому нам приходится много работать, чтобы чувствовать себя счастливыми». Это первая и последняя часть сегодняшней истории. Во всех культурах и на протяжении всей истории человечества люди испытывают 6 основных эмоций: радость, печаль, гнев, удивление, отвращение и страх. Существует только одна положительная эмоция – радость. Негативные эмоции также очень интенсивны, поэтому нам трудно радоваться. Мы легко огорчаемся по малейшему поводу и легко ненавидим себя. Для мозга, который постоянно ищет угрозы и негатив, чтобы выжить, радостные и позитивные вещи не являются приоритетными. С тех пор, как более 30 лет назад психолог Джон Качиопа, основатель социальной нейронауки, описал склонность мозга к перевесу негативной информации в исследованиях мозговых волн, бесчисленные исследования неоднократно подтверждали это. Так что не обманывайте сейчас свой мозг. Этот чувак уже 7 миллионов лет является нервным, бдительным и приспособленным к выживанию органом. Даже если он сейчас в полном дерьме, мне просто нужно найти более развитый и утонченный способ заставить его работать на меня. Вот 2 способа, которые можно попробовать сегодня. Смаковать и находить удовольствие. Наслаждайтесь моментом. Сначала это трудно, но потом войдет в привычку. Просто переживать что-то и понимать и оценивать его значение – это разные части мозга, и когда вы пытаетесь выполнять эти отдельные задачи вместе, в мозге образуются новые связи. Различные нейроны, которые изначально работали по отдельности, неосознанно объединяются и начинают работать как единая команда. Команда испытать что-то и понять и оценить это. Второе место. Это так интимно. Извините, но я не дам вам забыть этот момент. Мне интересно, о чем думал Тэхён в этот момент, делая такое с Чангуком на сцене. Язык любви Чангука. Для тебя я сделаю все, что угодно. Первое место. Этот момент разбивает мне сердце. То, как изменились лица Тэйкук после того, как Став попросил их отойти друг от друга.
Намджун просто лучший лидер. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.